Однажды, в теплый солнечный день, мужчина по имени Алекс решил прогуляться по живописному лесу неподалеку от своего дома. Он всегда находил утешение в природе, слушая пение птиц и шуршание листьев под ногами. Проходя по тропинкам, которые он знал наизусть, он наслаждался свежим воздухом и умиротворяющей атмосферой, которая традиционно охватывала его в это время года. Вдруг его спокойный досуг был прерван слабым, но настойчивым мяуканьем, доносящимся откуда-то из густых кустов. Пробужденный любопытством, Алекс медленно подошел к источнику звука. С каждым шагом он чувствовал, как его сердце забивается быстрее. Сердечно он заглянул в тени ветвей и увидел небольшой комочек, который выглядел напуганным и ослабевшим. Это был крошечный котенок с запутанной шерстью, изможденным видом и большими полными страха глазами. Видно было, что он остался один без одежды, и Алекс, словно защитник, прижал его к себе, обнимая и придавая ощущение безопасности. Принимая решение, что этот малыш не может остаться один в таком состоянии, Алекс направился к ближайшей ветеринарной клинике. Он помнил, как его бабушка всегда говорила, что если ты увидел беззащитное животное, ты обязан помочь ему. Ветеринарная клиника находилась всего в паре миль от того места, где он нашел своего нового друга, и он с каждым шагом торопился, обдумывая, как он будет рассказывать ветеринару о своей находке и как болеет маленький котенок. Когда он добрался до клиники, его встретил милый ветеринар, который, увидев Алекса с котенком в руках, быстро принял их. Алекс стоял с нетерпением, ожидая, пока специалист осмотрит его питомца. Ветеринар начал тщательно проверять котенка, щупая его животик, заглядывая в его глаза и изучая лапки. Все это время Алекс думал о том, как хорошо все обернется, и что он скоро станет героем для этого беззащитного существа. Но вскоре ожидания сменились на полное недоумение, когда ветеринар, немного помолчав, сказал: «Это не котенок». Алекс был просто в шоке. Он не мог поверить своим ушам и сразу же переспросил: «Как это не котенок? Он мяукает, у него хвост, похожий на котиный, и все такое». Ветеринар, смеясь, указал на маленькие лапки и носик, заметно отличающийся от стандартного облика котенка. Он продолжал объяснять. «Это детеныш енота. Шерсть и хвост могут ввести в заблуждение, но на самом деле еноты в своей маленькой версии на самом деле выглядят очень похожими на котят. Просто их поведение и анатомия совершенно другие». Сразу же мужчина почувствовал удивление, когда его уверенность, что он спас бездомного котенка, растаяла. Теперь он понял, что, оказывается, он стал усыновителем не того животного, о котором думал. Ветеринар продолжал. «Этот малыш, скорее всего, был оставлен один в лесу. Без своей матери он может погибнуть, если вы решите оставить его. Я знаю, что это может быть сложно, но лучше всего вернуть его обратно в то место, откуда вы его взяли. Возможно, его мама все еще рядом и вернется за ним». Алекс томно засмотрелся на ветеринара. Его мысли закружились. Он менял свое мнение, но ветеринар был очень убедителен. Мужчина понимал, что естественная среда обитания енотенка — это лес, где он сможет найти свою семью и не стать жертвой городской жизни. В конце концов, после длительной внутренней борьбы, Алекс согласился и решил вернуться в тот лес, откуда пришел с енотом. Несколько часов спустя, собрав свои мысли и чувства, он направился обратно в тот же лес,
пораженный тем, как много эмоций возникло в нем за такое короткое время. Когда он пришел к месту, где он в первый раз нашел малыша, он осторожно положил енота на землю возле кустов, делая шаг назад, чтобы наблюдать за тем, что произойдет дальше. Время пролетело, и он стоял в тени деревьев, наблюдая, как енотичек осматривается вокруг, удивленно чувствует землю и тихо и настороженно изучает окружающий мир. И вот вдруг, как будто из волшебной сказки, появилась крупная фигура с характерными покачивающимися движениями. Это была енотиха. Она появилась из-за деревьев, словно искала своего малыша. Алекс, не веря своим глазам, застыл на месте. Волнение сжалось в грудной клетке, когда енотиха подошла к малышу, аккуратно подхватила его за шкирку с грацией, присущей только матерям, и отправилась обратно в лес. Стоя в тени деревьев, Алекс почувствовал легкость на душе и облегчение, которое просто охватило его, когда он осознал, что поступил правильно. Теперь, когда он знал, что малыш оказался в руках своей матери, он тихо, словно не желая мешать их встрече, отступил на шаг, оставляя лес и его обитателей в покое, как и полагается для доброго самаритянина. Эта простая, но трогательная история оставила глубокий след в душе Алекса. Мужчина обрел новое осознание о том, как важно сохранять природу и заботиться о животных вокруг нас. Его доброта и желание помочь этому мохнатому существу стали частью чего-то большего. Сделать правильный выбор, даже когда этот выбор может быть непростым. После того, как он вернулся домой, Алекс начал думать о том, как он мог бы помочь другим животным и людям, оказавшимся в похожих ситуациях. Он начал активно участвовать в местных инициативах по защите дикой природы и организации благотворительных мероприятий для бездомных животных. И каждый раз, когда он смотрел на лес, он вспоминал тот случай и понимал, что даже в самые трудные моменты человеческое сердце может сделать все возможное, чтобы помочь другим, особенно тем, кто не может говорить за себя. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, я прошу вас поставить лайк, а также подписаться на наш канал, где вы найдете много интересного и вдохновляющего о жизни, природе и доброте, которая нас окружает каждый день.